впервые. Может быть, вы могли бы рассказать нам о начале вашего и духовного пути, вашего пути как посланника? Может, так коротко. В нескольких словах можно сказать, что я вот так много раз думала и поняла, что на самом деле, когда я уже пришла в этот мир, когда я родилась, я помню, что мне было, может быть, 4, может быть, 5 лет, и я уже точно знала, что есть Бог. Хотя я родилась в стране, которая называлась Советский Союз, и в этой стране Бога не было, потому что основная религия была атеизм, Бога не было, а я точно знала, что есть Бог. Ну, вот. А потом, когда я пошла в школу, ну, может быть, в первый, может, во второй класс, и нам сказали, что Бога нет. И меня это так поразило. Я пришла домой. Получилось так, что я больше всего с прабабушкой проводила время, а прабабушка у меня родилась еще при царе и закончила церковно-приходскую школу. И я пришла к ней и сказала: бабушка, Бога нет. Нам в школе сказали, космонавты летали, Бога нигде нет. И бабушка не стала со мной спорить. Она сказала только: есть Бог. И все. И это для меня было как, не знаю, каким-то пониманием чего-то, что несмотря на то, что кто-то может говорить одно, но на самом деле может быть другое. Но потом, когда я стала расти, я стала заниматься там баскетболом, еще чем-то, и я забыла про Бога. Мне было 15 лет, когда я опять забыла про Бога. И в этот момент на соревнованиях я получила травму. Вот, и где-то примерно неделю умирала после этой травмы из-за того, что там ошибки были врачей, сепсис начался, и я стала умирать. Но через неделю я вернулась, и я точно знала, что есть Бог. Я точно знала, что Он есть, и это каким-то образом относится ко мне очень близко. Но если долго рассказывать, можно очень долго рассказывать. Потом я опять забыла про Бога, потом я про Него опять вспомнила. И уже только когда мне было около 40 лет, я нашла вот это учение Марка и Элизабет Профит, которые преподавали это учение Белого Братства в Америке. И вот я опять вспомнила, что есть Бог. Но потом были очень тяжелые, серьезные испытания. Ну, видимо, я так понимаю, это направо нести учение, или чтобы через меня это учение приходило в мир. И вот таким образом, но это были очень тяжелые испытания. Да, и тогда вы этот дар получили. Ну, я чуть раньше стала слышать. Я стала слышать как бы мысли. Это очень тонкие такие процессы. Это так на грани фола, то есть вот так очень-очень тонко. И вот эти вот тонкие вещи, их надо просто было научиться как бы воспринимать. Но это все равно присутствовало от рождения. Вот этот дар чего-то, ну какая-то тонкость, что ли, внутренняя. То есть это нельзя сказать, что это за одно воплощение бывает. Это пришло раньше. Только раскрылось позже. Да. Да, и вы вот являетесь инициатором и духовным лидером международного общественного движения за нравственность. Так вот, какая цель и важность этого движения? Ну, тут я не знаю, насколько вашим читателям будет это интересно, как это движение возникло. Я медитировала. И моим учителем был тогда Господь Шива. И вообще это учение, оно такое как бы камерное, что ли, оно передается только от учителя ученикам. Оно никогда не дается вот так, чтобы вышел на трибуну и что-то говорил. Вот. И тут приходит Господь Шива и посылает мне мысли о создании большого-большого движения, такого широкого движения. Он мне прям показывает, что много людей, показывает символ, вот эту бело-голубую ленточку, лилию,
прям дает эти символы, и это движение должно распространиться очень широко. И если бы нам удалось его распространить очень широко, то можно было бы изменить все в этом мире очень быстро. Здесь достаточно просто, чтобы люди говорили: я за нравственность. Не надо быть нравственным даже, достаточно стремиться. Не надо там что-то, может, даже делать. Нужно просто записаться. И тогда вот это количество людей, если бы там, допустим, представьте, миллион был бы, да, людей, которые сказали бы: мы за нравственность. И это могло бы во всем мире перевесить чашу весов, и весь мир мог бы измениться к лучшему. Вот зачем это движение создано, чтобы было больше Бога, больше добра, больше света. Вот. Да, и теперь вот был второй съезд этого движения, и его тема была «Божественная истинная свобода». И почему была выбрана именно эта тема? Чем она актуальна? Ну, эта тема была выбрана как бы принимающей стороной. Вот Вероника Лаци, она является вице-президентом нашего движения, она сама из Риги, и, собственно, она предложила эту тему, тему свободы. Но мы присутствовали, мы все согласились с этим. Мы подумали, наверное, это актуально. Актуально, я думаю, особенно теперь, когда все свободу понимают по-другому. Да, и так как вы думаете, что именно мы могли бы назвать настоящей свободой? Ну, то учение, которое я представляю, оно подразумевает свободу немножко по-другому, как все люди. Вот. То есть для владык свобода – это свобода от оков материи. То есть, ну, много, наверное, есть различных течений, может, даже религий, которые обучают этому. Но широко, может быть, не так известно большинству людей. Но мы здесь находимся в этом мире, и нам кажется, что этот мир хорош. Но на самом деле он далек от совершенства. Но до тех пор, пока этот мир кажется нам хорошим, привлекательным, мы будем улавливаться этим миром. И нам будет казаться, что мы хотим свободы. Мы хотим делать то, что мы хотим. Ну, мы хотим, не знаю, употреблять наркотики, или там заниматься сексом, или там какими-то другими вещами. И до тех пор, пока мы улавливаемся вот этими вещами, то есть они нас интересуют, мы будем в этом мире продолжать приходить сюда, воплощаться один раз, второй раз, третий раз. Но потом наступит момент, когда мы поймем, что это нас уже не удовлетворяет. Есть нечто большее, и оно находится за пределами этого мира. И в этом случае, наверное, мы уже перейдем в другой мир. И вот там будет другое понимание свободы. Не как свободы делать то, что я хочу, а гораздо больше свободы, но при условии, если мы подчинимся тому закону, который существует в этой Вселенной. То есть одно условие – мы не следуем своей свободной воле и не делаем то, что мы хотим, а подчиняемся тому закону, который существует во Вселенной. Можно его назвать Бог, можно назвать любовь. В ведической культуре это дхарма. Да. И в этом случае, когда мы подчиняемся этому закону, мы приобретаем гораздо большую свободу, потому что этот мир очень ограничен. А в чем, как вы думаете, является вот это неправильное понимание свободы? Как мы ее соображаем теперь? Ну, мы понимаем свободу как делать то, что мы хотим. Тогда, когда мы это хотим, не считаясь, может быть, даже с другими людьми, или странами, или государствами, или организациями. То есть это мы подразумеваем, что это у нас свобода. Но если мы так понимаем свободу, рано или поздно наши интересы столкнутся с интересами других людей, других стран, других организаций, и будет конфликт.
Так, наверное, вот эта вот фраза, что предел свободы есть там, где начинается свобода другого, так он как бы и правильный. Очень важным является как бы уровень сознания человека. То есть тогда, когда человек не на очень высоком уровне сознания находится, и им руководит эго, да, то он хочет как бы показать себя, доказать, что он главнее, и вступает в конфликт с другими людьми. Но когда мы выше поднимаемся в сознании, мы уже можем между собой договариваться, находить какие-то точки соприкосновения и действовать сообща и совместно. И в этом случае не происходит нарушение свободы. Мы просто совместно что-то делаем по своей свободной воле. Но просто это другой уровень сознания. Да, и в теме съезда говорится, что свобода действовать в соответствии с высшим нравственным законом. Так что обозначает вот этот упоминаемый высший нравственный закон? Ну, я вчера во время лекции говорила, что, в общем-то, все истинные пророки или посланники или мудрецы, когда они приходили в этот мир, они давали понимание вот этого закона, который существует в этой вселенной. То есть есть закон, закон добра, закон любви, закон какой-то подчиненности высшему началу. И в нашем мире этот закон преломляется как какие-то моральные, нравственные установки. Ну, там, почитай Бога, да? Почитай родителей, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, быть нравственным во всех отношениях. Да? То есть вот этот свод каких-то законов, ну, для нашего уровня сознания, вот это и есть высший нравственный закон. Я еще услышала вчера тоже, кто-то сказал, что высший нравственный закон — это Бог. Вот ну, такое. на нашем уровне сознания мы так понимаем, что у нас все равно есть какие-то рамки, которые мы добровольно берем на себя выполнять. То есть не переступая, не убивая, не крадя. Но все это в любом случае в рамках того большого закона, который можно назвать Бог. А как вы думаете, мы могли бы внедрить это вот правильное понимание нравственности, свободы в наше общество? Тут нужно, чтобы люди, достаточно большое количество людей захотело изменить что-то к лучшему в нашем обществе. И достаточно просто вот этого желания достаточно большого количества людей. Владыки говорят об 1% населения Земли. То есть всего 1% населения Земли, который бы пожелал изменить как бы течение вот нашей жизни в божественную сторону, смог бы все изменить. Всего 1%. Всего 1%. Так сначала надо очень сильно захотеть, а потом... Надо, чтобы люди, чтобы это пришло изнутри. То есть Бог же действует изнутри нас. Да. И вот если 1% населения позволит Богу действовать через себя, то все вот так изменится. Вот так. Молниеносно, как чудо будет. Так, наверное, что можем мы сделать, так вдохновить людей, чтобы они бы захотели бы. Ну, каждый должен свою работу делать. Вы вот прекрасные журналы издаете, мы, ну вот, тоже как можем, книжки делаем. Каждый должен делать свое дело, как он считает это нужно. И тогда могли бы мы еще перейти к детям. Вот тоже много разговаривали про детей вчера. Так вот, как вы думаете, вот передать это правильное понимание и свободы, и нравственности для наших детей? Ну, тут гораздо сложнее, потому что система образования, она в каждом государстве уже существует, и есть какие-то нормативные акты, как преподавать, что преподавать детям. Поэтому тут невозможно кого-то заставить преподавать так, как мы думаем надо. Да? Поэтому должны найтись люди, которые занимаются,
я не знаю, министры образования, может быть, президенты. То есть должна быть добрая воля вот этих людей, которые занимают достаточно высокий уровень управления в государстве. Их свободная воля, политическая воля, чтобы они могли изменить вот эту систему образования таким образом, чтобы дети получали больше представления о Боге, о добре, о нравственности. И тогда это можно, потому что это можно за 25 лет все изменить. 25 лет. Достаточно просто тех детей, которые сейчас приходят в мир, правильным образом направить. Через 25 лет это будет другой мир вокруг нас. Да, так я тоже думаю, что еще, наверное, важный аспект, так тоже, чтобы родители бы и сами бы тоже изменились. Ну, Сначала. это не бывает так, чтобы дети были хорошие, родители плохие. Это должно вместе быть. Да. И, наверное, вот мы вчера тоже много говорили вот про школу Монтессори, вот эти все альтернативные школы, наверное, тоже в данный момент это как бы хороший выбор был бы. Ну, видите, я ознакомилась с методикой Марии Монтессори, к нам даже приезжала Мария Эллен, и вот к нам туда в Омск еще приезжала, давала вводный курс лекций по этой методике. В этом курсе ведь основное то, что давала Мария Монтессори детям, она позволяла каждому ребенку установить вот эту внутреннюю связь, которая до 3 лет уже с ними, вернее, еще с ними. То есть вот эта внутренняя связь с их высшим «я» или с Богом. Да? И вот, когда они работают с этими материалами, они фактически вот вступают вот в это взаимодействие со своим высшим «я». То есть, и если этот навык закрепляется, то до конца жизни они получают вот эту внутреннюю связь. Соответственно, Бог ими руководит всю жизнь. Вот в чем основа этой методики. Но так как у нас сейчас преподают, оно, наверное, не совсем соответствует этой методике. Потому что Мария Монтессори, она творила чудеса. Она брала детей, от которых отказывались родители, которые были больны или у них были отклонения какие-то психические, умственные. И эти дети, они за 2-3 года перегоняли своих сверстников из благополучных семей. Только благодаря вот этой методике. Их высшее «я», вот Бог, их восстанавливал полностью. Во время вот этой работы с материалами или игры. Это гениальная методика. Но, как все в этом мире, у нас она немножко... Да. Да. Вот, наверное, это и важно в образовании, помочь ребенку восстановить опять эту связь, правда, Она у него есть от рождения. Ну, не у всех, наверное, Да. детей, но у большинства. Но... Может, она потом пропадает, и опять ее восстановить. А восстановить уже труднее. Тогда может поддержать. Надо, чтобы с самого детства, самый возраст важный, это когда человек только рождается, где-то до 6 месяцев. В этот период человек все впитывает. То есть как губка. Все, что вокруг происходит, он все впитывает. Поэтому, если вот в этот период включен телевизор, мама курит, папа пьет пиво, что-то где-то кто-то ругается, они думают, что ребенок ничего не понимает, потому что он не говорит, он просто лежит, плачет, потому что он возражает против всего этого. Так вот это все впитывается в ум. И тогда, когда ему уже 10 лет, 12 лет, он начинает курить или пить пиво, или в 15 лет, и убедить его, что это нехорошо, невозможно, потому что он видел, что это мама курит, а папа пьет пиво. А что он видел по телевизору, мы не знаем. Потому что телевизор был включен. Я в последнее время много углубляюсь в ведическую культуру, и большинство вашего учения, мне просто все, я не вижу никаких противоречий. Так это тоже интересно, что ваше учение, наверное, такое очень универсальное, я как соображаю.
Ну, я не думаю, что это мое учение. И я думаю, что это вообще одно общее учение, которое когда-то, когда была ведическая культура, она была на достаточно большой территории, эта культура. Ну, мы сейчас не можем сказать, что было там 10-20 тысяч лет назад, но это была очень распространенная вот эта ведическая культура. И мне кажется, она была на тех же самых основах, что вот сейчас нам дают владыки. Потом приходил Иисус, давал те же самые основы. Гаутама Будда, ну, много мудрецов было, Зараастр. То есть все они приходили и давали одну истину, на самом деле, но которую можно назвать ведической культурой. Можно назвать христианской культурой, можно еще как-то назвать. Ну, просто люди в силу своего ограничения, ну, они просто все склонны разделять. Вот тут у нас христианство, тут у нас мусульманство, тут у нас ведическая культура, тут еще что-то. Хотя все говорят об одном и том же. Да. Последний вопрос. Просто вы уже вчера про это разговаривали, но, может, вы бы еще могли бы сказать, так вот, почему все-таки вот надо вести нравственный образ жизни? Почему нужно вести Да, нравственный образ почему? жизни? Ну, потому что Вот как объяснить человеку, который вот зачем скажет? все зависит от того, что человек хочет. Если человек хочет по своей свободной воле получать удовольствие, ну, у каждого же свои удовольствия. Кто-то на компьютере играет в войну, там, убивает, да, это, для него это удовольствие. Кто-то там алкоголь употребляет, там, тоже удовольствие. Ну, каждый свое удовольствие находит. И его разубедить невозможно. Но если человек хочет, чтобы был здоров он, чтобы были здоровы его дети, чтобы у него была крепкая семья, и чтобы у него были и внуки, и правнуки, и он все это сам еще видел, то тогда он просто обязан вести нравственный образ жизни. Потому что если мы рассматриваем себя только как физическое тело, ну, наверное, вместе со смертью этого тела у нас все закончится. Но у нас же есть более тонкие тела, которые продолжают существовать много жизней, да? Ну и, соответственно, каков потенциал этих тонких тел, он же передается детям. Если у человека высокий духовный потенциал, если он соблюдает целомудрие, если он не растрачивает сексуальную энергию, то вот весь этот потенциал, который у него в тонких телах, он передает своим детям. И дети автоматически, души, посмотрите, ведь мы своим уровнем как бы сознания, да, мы притягиваем в этот мир соответствующие души. То есть если молодые люди, там, ну, скажем, во сколько, в 20 лет, да, в 25 лет, да, вот они создали семью, и они хотят ребенка. Но если их уровень сознания достаточно высок, то, соответственно, и та душа, которую они притянут в этот мир, она будет также высокой. Ну, и если, опять же, они занимаются сексом для получения удовольствия, и случайно у них получается ребенок, откуда эта душа к ним пришла? И высокого ли она будет уровня? То есть люди сами создают себе проблемы, если они неправильным образом себя ведут. Поэтому нравственность, она, ну как, если человек хочет быть здоров, если хочет, чтобы его дети были здоровы, если он хочет долго жить, но он должен быть нравственным. Да, и, наверное, это все его приведет к счастью тоже. Ну, конечно. Да. Если он здоров, если он все время находится в Боге, он уже счастлив. Да. Да, потом уже обратно вернуться и не хочешь. Спасибо вам большое. Да, вам за спасибо. ваше время, за ваши вопросы.